В этом разделе мы будем использовать встроенную в Python функцию Open для создания файлового объекта и получения данных из текстового файла. Будем использовать функцию Open в Python, чтобы получить файловый объект. Можно применить метод к этому объекту для чтения данных из файла. Мы можем открыть файл example1.txt следующим образом. Используем функцию Open. Первый аргумент – путь к файлу. Это состоит из имени файла и каталога файла. Второй параметр mod – это режим. Общие используемые значения следующие: R для чтения, W для записи и A для добавления. Мы будем использовать R для чтения. Наконец, у нас есть файловый объект. Теперь мы можем использовать файловый объект для получения информации о файле. Можно использовать имя атрибута данных, чтобы получить имя файла. Результатом является строка, которая содержит имя файла. Мы можем видеть, в каком режиме находится объект, используя атрибут данных mod. R отображается как прочитанное. Вы должны всегда закрывать объект файла, используя метод close. Это может быть утомительно, поэтому давайте воспользуемся оператором with. Лучше практиковать использование оператора with для открытия файла, поскольку он автоматически закрывает файл. Код запустит все в блоке отступа, а затем закроет файл. Этот код читает файл example1.txt. Мы можем использовать файловый объект file1. Код выполнит все операции в блоке отступа, затем закроет файл в конце отступа. Метод read сохраняет значение файла в переменной file _stav в виде строки. Можно распечатать содержимое файла. Можно проверить, закрыто ли содержимое файла, но вы не можете читать из него вне отступа. Но вы также можете распечатать содержимое файла вне отступа. Можно напечатать содержимое файла. Мы увидим следующее. Когда мы рассмотрим необработанную строку, мы увидим /n. Это означает, что Python знает, что нужно начать новую строку. Можно вывести каждую строку как элемент в списке, используя метод readLines. Первая строка соответствует первому элементу в списке. Вторая строка соответствует второму элементу в списке и так далее. Можно использовать метод readLine, чтобы прочитать первую строку файла. Если мы запустим эту команду, она сохранит первую строку в переменной file _stav, а затем напечатает первую строку. Можно использовать метод readLine дважды. При первом вызове он сохранит первую строку в переменной file _stav, а затем напечатает первую строку. При втором вызове он сохранит вторую строку в переменной file _stav и затем напечатает вторую строку. Можно использовать цикл для распечатки каждой строки в отдельности следующим образом. Давайте представим каждый символ в строке в виде сетки. Можно указать количество символов, которые мы хотели бы прочитать из строки, в качестве аргумента метода readLines. Когда мы используем 4 в качестве аргумента метода readLines, мы печатаем первые 4 символа в файле. Каждый раз, когда мы вызываем метод, мы продвигаемся по тексту. Если мы вызываем метод с аргументом 16, первые 16 символов выводятся на печать, а затем новая строка. Если мы вызываем метод второй раз, будут распечатаны и следующие 5 символов. Наконец, если мы вызываем метод в последний раз с аргументом 9, на печать выводятся последние 9 символов. Пройдите лабораторные для большего количества примеров с методами и другими типами файлов.